Приветствую вас на канале Бурмикс. С вами дядь Миша. Друзья, сегодня хочу поделиться очень простым и очень вкусным салатом. Он готовится, так просто, он такой вкусный, что обязательно стоит его приготовить. Готовим. Начинаем с соленых огурцов. Нарезаем их пластами, а затем соломкой. Вот так. Перекладываем их в глубокую чашу, где будем собирать салат. Тонкими перьями нарезаем репчатый лук. Отправляем к огурцам и перемешиваем. Кстати, у меня огурцы домашние, но можно использовать обыкновенные покупные. Можно соленые, можно маринованные. Здесь уже дело вкуса. На терке для корейской морковки натираем морковь. И тоже отправляем в салат. Выдавливаем чеснок и выкладываем его в центр. На сухой сковороде без добавления масла обжариваем арахис до тех пор, пока с него не начнет отлетать кожура. Затем чистим арахис и нарезаем его помельче. Но сильно не мельчите, он должен хорошо чувствоваться в салате. Отправляем арахис в салат. Теперь в кофемолку отправляем черный перец с горошком и кориандр и измельчаем. Тоже добавляем в салат. Выкладываем в центр. Теперь на сковороду наливаем растительное масло. Если у вас есть кунжутное и вы его любите, то лучше делать с кунжутным. Но и с простым растительным будет хорошо. Как только масло хорошо прогреется и от него пойдет дымок, убираем его с плиты и прямо на специи, чеснок, на орешки выливаем это раскаленное масло. Затем хорошенько перемешиваем наш салат. Я даже сейчас попробую. Да, это уже очень вкусно. Но чтобы было еще вкуснее, нужно салат накрыть крышкой и убрать в холодильник, хотя бы на 3 часа. Идеально, конечно, приготовить с вечера, а утром получить идеальный вкус. Но у меня прошло 3 часа. Я выкладываю салат на тарелку. Для красоты можно присыпать его нарубленной петрушкой. И все, можно звать домочадцев угощаться. Вот такой, друзья, простой салатик. Я бы сказал, в таком азиатском стиле. А что нам скажет наш главный дегустатор? Дина. Хоть и в азиатском стиле, но абсолютно точно ни на что не похоже. Не могу даже припомнить ни одного равнозначного по вкусу салата. Очень вкусный, надо признать. Готовьте, радуйте, как Миша говорит, родных и близких. И, друзья, подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписались, чтобы не пропустить новые рецепты. Ну а мы пока с вами прощаемся. До новых вкусных рецептов. Пока! Бурмикс.